you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании Ear Acoustic Audio стоимостью около $169. И приходят они в средней по габаритам коробки с приятным вот таким вот ярким переливающимся оформлением. И тут на лицевой части имеется изображение наушников и указано название этой модели Ashun. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 8,3 мм с титаново-золотым куполом и полностью карбоновым подвесом, но чувствительность составляет 110 дБ, и они получили сопротивление 26 Ом, и на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Кожаная стяжка для кабеля. Инструкция по использованию наушников. Ну и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники получились довольно небольшие, и они были выполнены полностью из металла с зеркальными лицевыми панелями, где на левом наушнике есть надпись Ashun и идеально сбалансированная сцена, а на правом написано Утопия. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом было написано убежище для вокала. А вот единственное отверстие для компенсации находится здесь уже поближе к звуководу, который был выполнен из металла, имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а также он получил хорошо выделенный бортик для более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах прям отлично. Впрочем, стоит сказать, что и предыдущая модель компании Ear Acoustic Audio G318S сидела в моих ушах также хорошо. Я бы в целом сказал, что посадка у них по ощущениям идентичная. То есть она плотная, надежная, с отличной звукоизоляцией, да и их кабель, на мой взгляд, очень неплох, поэтому я прослушивал эти наушники именно с ним. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Ear Acoustic Audio Ashun. И первое, что мы здесь видим с вами сразу, это явное усиление низких частот на 8 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено чуть выше уровня моего таргета, из-за чего эти наушники звучат достаточно насыщенно и энергично на мой слух, но все же я отмечу, что абсолютно неутомительно. То есть вот этот небольшой акцент, что приходится на 2,5 кГц, не выбивается, что, как по мне, ребята, несомненный плюс. К тому же мне кажется, что он дает более естественный тембр малого барабана и вокала. А вот высокие частоты тут, на мой взгляд, для динамических наушников в таком бюджете по своей продолжительности могли бы быть все же получше, поскольку тут они уже начинают затухать после 10 кГц, что, конечно, далеко не является рекордом, хотя все же это не так плохо, как вы можете себе представить, но все же это безусловно влияет на характер этих наушников, поэтому давайте не будем терять время и лучше обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с того, что низкие частоты в этих наушниках сразу дают понять, на что здесь был сделан основной акцент. Бас получился действительно мощным, теплым и очень насыщенным, и буквально уже с первых треков ощущается хороший запас глубины. Да так что сабас уверенно уходит вниз, добавляя приятный фундамент, объем и ощущение настоящей физической отдачи. При этом мид-бас тут получился очень панчевым, плотным и по-настоящему мясистым, за счет чего удары барабанов банально ощущается весомо. Бас-гитара звучит с хорошей телесностью, но вся ритм-секция воспринимается очень живо и энергично, благодаря чему музыка буквально наполняется драйвом. И знаете, что мне понравилось тут больше всего? Что несмотря на такой вот не на шутку внушительный объем, бас здесь совершенно не превращается в какой-то гулкий и размазанный басхэдный бас, а сохраняет хорошую текстурность, поэтому басовые партии здесь остаются очень даже читаемыми. А раз
разные инструменты легко различаются между собой. Но, конечно, его характер нельзя назвать прям сверхбыстрым или супераналитичным, а наоборот, он по восприятию такой более плавный, округлый и очень музыкальный, словно окутывает музыку своим теплом, делая ее уже такой более насыщенной и эмоциональной. И именно такой бас отлично подойдет тем, кто хочет не анализировать там каждый отдельный удар, а просто расслабиться и получать удовольствие от любимых композиций. В общем, низкие частоты получились действительно очень насыщенными, вовлекающими и, самое главное, невероятно приятными для повседневного прослушивания. А вот средние частоты здесь полностью продолжают общую концепцию звучания этих наушников, а все потому, что они получились очень теплыми, гладкими и достаточно плотными, благодаря чему музыка воспринимается невероятно цельной и естественной. И, например, вокал звучит очень приятно, с хорошей телесностью и легкой бархатистостью, что особенно заметно на мужских голосах, которые ощущаются прям такими глубокими, насыщенными и очень живыми. А женский вокал подается уже так более мягко и естественно, то есть без какой-то там лишней резкости или попыток искусственно выделиться на общем фоне. При этом мне понравилось, что инструменты здесь обладают хорошей массой и натуральными тембрами, благодаря чему каждая композиция воспринимается в этих наушниках очень так музыкально, но при этом достаточно эмоционально. Но, конечно, я отмечу, ребята, что вот эта середина не стремится удивить вас какой-то безумной аналитичностью или максимальной прозрачностью. Но знаете, мне кажется, что это было сделано абсолютно осознанно, поскольку вместо этого инженеры здесь делали ставку на комфорт, плавность и цельность его звучания, благодаря чему музыку хочется слушать часами. И именно поэтому средние частоты оставили у меня исключительно приятные впечатления, поскольку они отлично вписываются в общую такую теплую концепцию этих наушников и создают именно ту атмосферу, когда ты перестаешь анализировать звук и просто наслаждаешься любимыми композициями. Но вот высокие частоты здесь также полностью соответствуют общей философии звучания этих наушников, и они получились прям гладкими, очень комфортными, и уже после нескольких композиций сразу становится понятно, что разработчики совершенно не стремились сделать верх тут каким-то ярким или чрезмерно аналитичным, а вместо этого они сделали ставку на спокойную и деликатную подачу, которая позволяет вам слушать музыку часами и совершенно не уставать. При этом высокие частоты все же точно нельзя назвать скучными или недостаточно детальными, а наоборот, они довольно хорошо передают все тарелочки, струнные инструменты и различные мелкие нюансы записи, просто делают это уже очень так аккуратно и естественно, то есть без какой-либо лишней навязчивости. Но да, если вы любите максимально такое воздушное, искристое и аналитичное звучание, то возможно этого вам здесь немного не хватит. Но если ваша цель просто наслаждаться музыкой без какой-либо усталости даже после нескольких часов прослушивания, то такой характер высоких частот, на мой взгляд, получился действительно очень удачным и отлично дополняет общую теплую подачу этих наушников. Ну а что касается звуковой сцены, то она здесь тоже полностью соответствует общему характеру этих наушников. И сразу хочу сказать вам, что это точно не тот случай, когда здесь пытались создать ощущение какого-то огромного пространства вокруг вас. А наоборот, сцена здесь воспринимается чуть более камерной и уютной, благодаря чему вокалы и инструменты ощущаются немного ближе, создавая очень такой приятный эффект присутствия. Но при этом все же нельзя сказать, что звук здесь получился каким-то тесным или зажатым, а наоборот, сцена обладает очень достойной глубиной, поэтому композиции в целом звучат объемно и совсем не плоско. И мне также понравилось, что несмотря вот на такую теплую и достаточно плотную подачу, инструменты все равно за счет хорошей локализации нормально здесь разделяются между собой, и их положение в пространстве ощущается достаточно уверенно. Но сама музыкальная картина остается в целом-то цельной и понятной. Но, конечно, если вы ищете сейчас какую-то максимально широкую и воздушную сцену, которая сразу поражает вас своим масштабом, то это, ребята, немного не про них, поскольку Ашун все же делают ставку не на эффектность, а на естественность и вовлеченность. Но, честно говоря, именно такой подход в их случае мне очень понравился, потому что уже через несколько минут ты перестаешь обращать внимание на технические нюансы и просто с удовольствием погружаешься в музыку. Ну и в итоге я пришел к тому, что Ear Acoustic Audio Ashun —
это очень приятный и динамический АМ, созданный для тех, кто ценит теплое, комфортное и очень музыкальное звучание. Они точно не пытаются удивить вас какой-то безумной техничностью или аналитичностью, а просто позволяют вам расслабиться и получать настоящее удовольствие от любимой музыки. И на мой взгляд, именно в этом и заключается их главная сила, что они не отвлекают вас на анализ музыки, а позволяют полностью погрузиться в нее и просто наслаждаться каждым треком. И если вы давно искали что-то похожее, то сейчас я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.